Мы в Гаге. Предатели — это самые худшие. Почему никто не судил Джорджа Буша-младшего? Ну, то, что лонг, мы уже видим. А сколько будет фридом в конце? Получается, государство боится безработного силовика. Один из секретов неуязвимости российского режима. А где логика? Логика «страдай», Но это совпадение. безусловно. Павел, ты один из тех юристов, который умеет популярным языком объяснять сложные процессы права. Поэтому мы хотим задать тебе стыдные вопросы про закон. И российский, и международный. И поэтому мы с тобой снимаем это в Нидерландах, поскольку здесь находится одна из главных судебных столиц мира — Гаага. И часть этого выпуска будет снята в Гааге. Я должен сказать, что Павел Чиков и группа юристов «Агора» — это, в общем, те люди, которые оказывают нам помощь, когда к нам прилетает очередной иск от государства. На наше интервью это не повлияет, но как честный человек я должен об этом предупредить зрителей. Давай перенесемся в 2017 год. Ты в октябре опубликовал там прогноз будущего России. Жутковато это читать сейчас. Попробую коротко. Контуры нового срока Путина. Политпрогноз. Запрет иностранных СМИ, выход из Совета Европы, полная нейтрализация политического пространства, захват большинства региональных активов ближним кругом президента, окончательная нейтрализация политической и национальной суверенности, массовые уголовные дела и выдавливание из страны всех сторонников нетрадиционных религий, зачистка религиозного пространства, резкое ухудшение дипломатических отношений со многими странами Европы, вплоть до закрытия представительств, создание российского фаервола, отключение Рунета от глобальной сети, фильтрация внешнего контента, изоляция интернета. Пакет новых репрессивных законов, инициатив летом 2018 года с последующей новой волной репрессий. Посадка Навального, введение ограничений на выезд из страны, расширение практики лишения гражданства, конфискация имущества уехавших. Кто не успел, тот опоздал. Я напомню, это 2017 год. По-честному, ты же тогда сгущал краски? Ты не верил, что все будет так? Это был такой ответ на известный лозунг Сергея Смирнова из «Медиазоны» будет хуже. Да? И некоторая такая экстраполяция возможного будущего, вот как хуже может стать. Я, конечно, не особо верил, что будет именно так, но, в принципе, экстраполяция прошлого на будущее, линейная, она говорила о том, что двигаться все будет примерно в ту же самую сторону, и я жалею только то, что я не смог спрогнозировать войну. Можно ли было это спрогнозировать? Было довольно трудно, но если послушать группу порнофильма, то можно услышать про русского Христа. До 30 я гипермаркет охранял, теперь в груди звереет гордость у меня, благослови. Взорвется русская весна, мы все в крови, нам оправдание война. Война! Она прямо очень как-то... Я когда слушал весной 22 года, я охреневал. Как можно было это увидеть? У тебя есть конкретный ответ на вопрос, когда все двинулось в эту сторону? Это известно. Это лето 2011 года, когда было принято решение о рокировке Медведева и Путина. И В сентябре осенью... оно, по-моему, было. Ну, это было озвучено в сентябре. Озвучено в сентябре 2011, а решения, очевидно, принимались где-то там за пару месяцев до этого. И вот тогда вот этот вот разворот, он прозвенело. Это было понятно, что вот она точка поворота была.
Мы в Гааге. Второй сюжетной линии нашего выпуска решили сделать поездку сюда, потому что это место, возможно, самое известное из тех, которые ассоциируются с правосудием. Ну, сначала это был Нюрнберг, как известно, да, а вот в последние лет 20-25 уже Гаага — это прям центр международной уголовной юстиции. Вот здесь, в 9 километрах, есть городок, в котором родился Гуго Гроций, который считается основателем международного права. Это голландский юрист, 16 век, он родился еще, когда в России Иван Грозный был. Как раз заканчивалась опричнина. Вот. А здесь родился этот юрист, он считается основоположником, он написал большой трактат «Три книги о войне и мире». Он впервые обратил внимание на то, что войны должны вестись по правилам, и есть некоторые ограничения. И в память о нем в конце 19-го, начале 20 века здесь, в Гааге, прошли первые мирные конференции. Их было 2, и причем инициатором выступил, как ни странно, император российский Николай II. Да, и этими конвенциями впервые были определены некоторые правила и методы введения войн, запрещены определенные действия. Это потом они трансформировались в Женевские конвенции известные. Многие думают, я в том числе до поездки сюда думал также, что Гаага — это место, где вот есть один какой-то конкретный суд, например, вот этот, да, и там, собственно, решают все эти вопросы. И трибунал по Югославии, и по Руанде, и по сбитому Боингу тоже здесь все определяли. Вот. Где-то еще там химоружие разруливают. То есть я думал, что это некий такой либо квартал, либо просто гигантский офисный центр. Но нет. Но нет. Оказывается, поправляй, где я не прав, это самые разные суды, самые разные здания, которые рассредоточены по всему городу, и там какие-то конкретные вещи решают. Абсолютно, и не только даже в этом городе, потому что суд по сбитому Боингу, несмотря на то, что это был окружной суд Гааги, он проходил в Схипхоле, там, в Амстердаме. Да. Путин, как и ты, юрист по образованию. Да, и Медведев. И многие. И еще. Как ты относишься к его образованию и тому, как он применяет юридическое в своей работе? Я думаю, это во многом способствовало и помогало создавать полицейское государство. Ему, потому что все гайки завинчивались под флагом закона, диктатуры закона, и такой легалистский очень способ, такой немножечко изуверский. То есть тебя уничтожают именем Российской Федерации в рамках законных процедур. Ну, то есть, если коротко, я сначала приму полицейский закон, а потом по нему буду что-то делать. Если коротко, это, в общем, право как воля, возведенная в закон, воля господствующего класса, как нас учили, на юрфаках теорию марксизма и ленинизма. Ну, то есть, что такое право? Право, марксистская философия права — это возведенная в закон воля господствующего класса. Чистой воды нынешняя российская ситуация, правда же? Сейчас несколько минут особенно актуальных для тех, кто уехал. Мы в Обидуше. Вот там, вдали Атлантический океан. А вот это небольшой городок Обидуш в часе езды от Лиссабона. Сейчас он известен в первую очередь 2 вещами. Средневековой крепостью, которая входит в число 7 чудес Португалии, и шоколадным фестивалем. Не только во время шоколадного фестиваля здесь есть замечательная традиция, когда местную вишневую настойку, джинджу, тебе наливают в стакан или в стопочку, сделанную из шоколада. Ты выпиваешь и потом элегантно закусываешь самой стопочкой. Выяснилось, что я по технике неправильно выпил. Надо в одно касание исправлять. Очень вкусно. А раньше этот город имел важное значение в жизни португальской королевской семьи. В 1282 году король Диниш подарил Обидуш своей невесте на свадьбу, королеве Изабель. И это стало началом традиции. Много столетий после
все жены всех португальских королей получали обедуш в подарок. Традиция, конечно, интересная, но диковатая. Хорошо, что времена меняются. Про подарки мы заговорили, потому что это интеграция про маркетплейс локальных брендов FlowWow. С его помощью очень удобно дарить подарки родным и близким, даже если они живут в другом городе или другой стране. В предыдущие разы я заказывал цветы, а сейчас попробуем заказать что-то вкусное. Вот, например, мы хотим отправить что-то в город Красногорск. Выбираем адрес, и нам подсвечивают, что есть рядом. Десерт. Ох, сколько тортов. Выбираем морковный. 4 этажа отборных, очень вкусных углеводов. Ну, очень хорошо. 1,5 килограмма добавить. Пока оформляешь заказ, можно связаться с магазином во встроенном чате и обсудить все детали заказа. Все, есть. Доставка завтра после 5 часов. Перед отправкой товара магазин всегда присылает фото на согласование. Во FlowWow можно заказывать цветы, десерты, косметику, украшения и другие категории товаров. Доставка работает в 1000 городов и 30 странах. Через FlowWow можно радовать родных и близких и по календарным поводам, например, если вы отмечаете 8 марта, и просто так. А если ввести промокод DUDь10, то будет скидка 10%. Скачиваем приложение и вводим промокод по ссылке в описании. Расстояния не важны. Вперед! Сколько в России оправдательных приговоров? Меньше 1%? Меньше 1%. Это сильно меньше, чем в других странах? Это очень сложный вопрос. И он очень непростой на самом деле, Юра. Потому что около 20% уголовных дел прекращается до направления в суд. И очень часто прекращается за отсутствием состава преступления. То есть, по сути дела, это оправдание, только оправдание не судом, а следователем. Ну, просто не доходит до суда. Да. Второе. Примерно больше 60%, 2/3 всех уголовных дел сейчас рассматривается по особому порядку. Это что значит? Это значит, что человек признает вину, и суд только назначает ему наказание. Ага. То есть там не может быть оправдательного приговора по определению. Например, если мы перенесемся в Америку, которую очень часто сравнивают, и показывают в качестве такого примера и образца правосудия, то 90% уголовных дел в Америке рассматривается примерно так же. То есть как сделка с правосудием. 10% уходит только в суд присяжных, и вот в суде присяжных там есть довольно, я не помню, около 30% оправдательных приговоров. Понимаешь, то есть если на общий масштаб экстраполировать эти 30% оправдательных в присяжных в Америке, это оказывается тоже не очень большая доля. Просто когда речь идет про суд, то там вероятность оправдания очень высокая. Но если тебя присяжные признают виновными, ты получишь столько, сколько тебе не снилось. Это про это Штаты. Тоже такая, да, это про Штаты. То есть, конечно, так напрямую сравнивать российскую и американскую систему правосудия нельзя, но когда просто говорят о том, что вот в России всего 1% оправдательных приговоров, маловато, с этим сомнений нет. Но ты знаешь, интересно, что это зависит еще и от статьи, что, например, 70% уголовных дел по клевете, простой клевете, которые рассматривают мировые суды, оправдательный приговор. А еще интересная другая история. Самая часто оправдываемая категория обвиняемых, знаешь кто? Сотрудники правоохранительных органов. Их оправдывают в 10 раз чаще, чем всех остальных. Как же так? Но это совпадение. Безусловно. Почему за убийство в России дают 10 лет, а могут и меньше, а за госизмену 15-20? Это как раз у меня вопрос не возникает. То есть понятно, что государство живет немножко по другим понятиям. Да? То есть понятно, что это вилки, которые позволяют уголовный кодекс назначать, но в целом предатели это худшие. Да? То есть вот в логике государства предатели это самые худшие. Убийства в 70% это какие-то бытовые совершенно истории. И поэтому государство не воспринимает их как угрозу для самого себя. Понимаешь? Государство считает шпионов и изменников — это угроза самому себе. Политических оппозиционеров — угрозу самому себе. Вот о чем речь. Меня больше
вызывает вопросы, например, почему за наркотики дают такие сроки. Потому что в других странах таких сроков не дают за наркотики. Почему? Ну, как ты объясняешь? Неужели государство заинтересовано в том, чтобы подростки превращались, становились частью криминального мира? Чтобы страна становилась все уголовнее и уголовнее? И вообще, что их надо содержать. Это казенный дом. Правильно. Я думаю, что здесь немножко глубже причины, потому что, во-первых, государству нужно обеспечивать работой очень многих силовиков. И нужен какой-то понятный, четкий, объяснимый внутренний враг. Да? То есть, наркотрафик — это какое-то абсолютное зло. Государству очень важно с точки зрения внутренней политики наличие каких-то абсолютно, образцов абсолютного зла, с которым мы все время боремся. Нацист, мы боремся наркоман. с наркотрафиком, мы боремся с этими угрозами традиционных ценностей, со всеми геями мы боремся. Мы все время должны с кем-то бороться, потому что это мобилизационный эффект. Прежде всего для правоохранителей, во вторую очередь для широкой публики. Поэтому образ врага, то есть наркоман, это безусловный враг. Поэтому никаких новых веяний в области наркологии, потому что, в общем, вот такое. Получается, государство боится безработного силовика? Безусловно. Да, конечно. Государство очень сильно боится нелояльного, незанятого, вооруженного силовика. Очень сильно. В чем вообще смысл международных судов? Есть некое государство, которое себя плохо ведет, да? Например, Россия. Ты не можешь добиться справедливости у себя на родине и подаешь в международные инстанции. Например, с Боингом история. Они решили, что виноват Гиркин, Стрелков, еще какие-то люди и все остальное. А дальше-то что? Суды разные, ситуации разные. Государство здесь судится по очень простым вещам, по совместному использованию проливов, территории и так далее. Они просто решают какие-то совершенно достаточно бытовые вещи. То есть это не обязательно там какие-то международные преступления. Если мы говорим про малайзийский Боинг, это отдельная и очень интересная история, потому что приговор только вынесен осенью 22 года. Был опубликован, он есть на русском языке, я его почитал, он прекрасно написан, просто очень просто, и это просто интересно даже обывателю почитать. Там действительно приведено объяснение того, что произошло. И там судили 4, всех заочно. Один защищался, у него были нидерландские адвокаты. Но он не присутствовал, но адвокаты были. Он давал показания по связи, по видеоконференц-связи. И его оправдали. Это Пулатов, которого оправдали, а Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными и всех заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Это плюс суд взыскал очень крупные компенсации. 16 миллионов евро компенсации. Гиркин, Стрелков должен их заплатить? Должны заплатить, да. Да. Так они же, ты же понимаешь, что это не приговор, который невыполним. Или кто-то держит в уме ситуацию, что Стрелков вдруг когда-то почему-то окажется в стране. В какой стране надо оказаться, чтобы его арестовали? В любой. Кроме России. В любой, где правоохранительные органы его задержат и доставят для отбывания наказания. Но, подожди, там нужно к чему-то же подчиняться. То есть принимать решения этих международных судов. Да. Россия их не принимает. Но он будет объявлен в розыск, если он где-то попадется на территории страны, которая примет решение о его выдаче. Это же тоже отдельная процедура судебная. То есть его нельзя просто... Полиция не может просто в аэропорту его задержать и отправить в Гаагу, в тюрьму ООН. Или там куда-то в другую тюрьму местную. Но история знает примеры, когда люди через 15, 20, 25 лет оказывались на скамье подсудимых. Здесь, в Гааге, сейчас идет судебный процесс, о котором мы, наверное, поговорим позже. Да. По Руанде. Главным пропагандистом руандийского геноцида. Да. Этот суд длился почти 8 лет. Или даже 8 лет, да? Он закончился.
их осудили, но какой в этом вот глобальный смысл? То есть понесут ли эти люди наказание? Международное правосудие всегда, как я сказал, долгое. Не бывает по-другому. Раз. Во-вторых, суд нужен не только для того, чтобы кого-то наказать. Суд нужен для того, чтобы установить факты. Потому что этот суд установил, что Боинг был сбит из российского Бука, который был привезен специально на Донбасс, использовался конкретными людьми, выстрелил. Они стреляли не по гражданскому, у них не было умысла, и суд тоже это установил. У них не было умысла выстрелить в гражданский борт. Они целились по военному, но попали в гражданский. 283 человека погибли, 15 человек еще экипаж. То есть это 300 человек. И суд впервые установил, что произошло на самом деле. Кто в чем виноват. Суд также установил, что сепаратисты в ДНР не являются комбатантами. Что такое комбатант? Это участники вооруженного конфликта, то есть военнослужащие, солдаты. А на них распространяются определенные, скажем так... Послабления. Послабления, да. Ну и можно то, что нельзя не комбатантам. Не комбатантам, да. И поскольку суд признал, что они не солдаты, следовательно, им ничего было нельзя. Все, что они делали, было незаконно. Когда суд в России, часто, особенно в последние годы, и когда дело касается каких-то политических дел, суд тоже также выкладывает факты, там, условно говоря, чем Навальный торговал... Лесом. Как именно Навальный там торговал лесом, или его брат... Почтой. Почтой, вот. У тебя возникает сомнение... в том, действительно ли это факты такие, или кто в кого бросал на митинге. Когда ты читаешь это заключение, у тебя есть сомнение, что все так и было? Очень классно написано. То есть там есть элементы спутниковые съемки, перехваченные радиопереговоры, позиционирование фотографий, видео, показания свидетеля, засекреченного свидетеля, открытого свидетеля. Там куча всего. Там, между прочим, российская сторона представляла свои доказательства. Там концерн «Алмаз Антей», который в Нижнем Новгороде находится, производит эти самые буки. Он представлял заключение, и суд их анализировал и отмел, и сказал, что это все не соответствует действительности и липа. Там защита Пулатова привлекала какую-то американскую компанию, которая пыталась сделать заключение, что было все не так, как голландский прокурор это все представляет. Суд тоже это отмел, и он это объясняет. 24 страницы всего текста, но после его прочтения у тебя не остается вопросов. То есть как журналистское расследование. Абсолютно, да. Очень доказательно. Ну, то есть это сам приговор, он, конечно, с кучей доказательств, там как бы огромное количество всего было исследовано, и это все, по идее, должно быть доступно даже для верификации. И суд отдельно подчеркивает, что все должно быть описано таким образом, чтобы это можно было верифицировать. Доказательства должны быть проверяемыми впоследствии. То есть кто-то любой может проверить, действительно это так было. Мы не знаем, когда это интервью выйдет, поэтому я не понимаю, сейчас уже вторая волна мобилизации или там все еще ползучая первая мобилизация. Но вопрос остается актуальным. Что делать, чтобы не оказаться на войне? По российскому законодательству каждый мужчина старше 27 лет и некоторые женщины, имеющие определенные военно-учетные специальности, подлежат мобилизации, то есть должны явиться в военкоматы в случае получения повесток, а некоторые должны явиться, потому что они в свое время получили мобилизационные предписания и должны явиться своим ходом в тот момент, когда красный флаг будет поднят. По закону это так. Кто не подлежит мобилизации? Тех, кого нет на территории Российской Федерации, тех, кто признан негодным к военной службе по состоянию здоровья прежде всего, и те, кто подлежит отсрочке.
Там этот список, он разный, там есть много разных игр и споров по поводу отцов 3 детей, отцов 4 детей, беременная жена на там, 22-й неделе и так далее, и так далее. Есть некоторые категории, есть еще бронированные сотрудники, то есть некоторые сотрудники в некоторых предприятиях, которые не подлежат призыву по отдельной истории. То есть если мужчина до обычно 50 лет, если рядовой, 55, если более старший по званию, то есть есть еще возрастное ограничение, не подлежит ни бронированию, ни отсрочке и годен к военной службе, то единственный способ не поехать на фронт, законный способ, это в этот момент не быть на территории Российской Федерации. Как ты долго подводил к этому? Чтобы не оказаться на войне, надо уехать. Гарантированно не оказаться. Да. Пока это еще возможно. Но это же всегда но. И с юристами почему? Почему все время эти оговорки? Потому что жизнь сложная. И потому что законодательство сложное. Потому что 10 миллионов человек из России не могут уехать из-за долгов. А еще есть служивые, которым запрещен выезд за границу. То есть можно сказать, что примерно, я не знаю, 5-я часть, наверное, россиян не могут уехать за границу, даже при всем желании. Не по экономическим соображениям. Не по экономическим. По экономическим, наверное, еще больше. Альтернативная служба. Ничего такого нет. Альтернативная служба при мобилизации неприменима. Правильно ли считать, одним из путей спасения это не идти в военкомат? Ни в коем случае. Слушай, это уже, скажем так, когда до этого дошло, это уже немножко поздновато, конечно. Но формально требования пока остаются однозначными. Повестка должна быть вручена лично в руки под роспись. Под расписку, вернее, правильно сказать. То есть, если повестка не вручена лично, у тебя нет обязанности являться в военкомат. Тебя не могут привлечь к ответственности. Поэтому осенью было много разговоров о том, чтобы не берите повестку в руки и так далее, и так далее. Не являйтесь в военкомат. Правда заключается в чем? Пока тебе не принесли повестку, ты находишься в большей... если ты не в стране, ты находишься почти в абсолютной безопасности. Пока тебе не принесли повестку, ты не взял ее в руки, ты находишься в большей безопасности. Если ты пришел в военкомат, уже сложнее. Если тебя отправили на сборный пункт, еще сложнее откатить назад и решить вопрос с тем, чтобы тебя не призвали. Если уже ты поехал, и если ты уже оказался там, на войне, выписаться оттуда законным путем почти нереально. Мы занимаемся несколькими делами, когда отцы 3-4 детей, несмотря на наличие отсрочки, они продолжают служить в военкомы говорят, нет, уехал, значит уехал. Слушай, а иностранным агентам может прийти повестка? Конечно. А где логика? Если, допустим, условно я... Логика «страдай». Страдай. Подождите, так вы, по сути, иностранный агент, это завуалировано, государство признает нас шпионами. Нет. Да? Людьми под влиянием Запада. Нет. А как солидар можно бросить человека, который, просто под влиянием Запада? Он же может, я не знаю, наводки давать врагу, еще что-то делать, НАТО каким-то образом привлекать туда. Это не совсем так. Не надо думать, Юра, что это высокое звание иностранного агента, как человека, придерживающегося западных ценностей. Нет. В логике властей клеймо иностранного агента – это клеймо отверженного, которого каждый должен пнуть и плюнуть в чью сторону. Вот в чем логика. Понимаешь? Это логика этой кастовости тюремной системы. Это логика отдельного стола для иностранных агентов. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому, кто должен первый страдать? Конечно, отверженные. Это так надо читать, по-хорошему. А повестки иностранным агентам приходили. Правда, пока еще никто на фронт не поехал. Кейс мобилизованных, которые из так называемой ЛНР на такси уехали в Подольск.
и сейчас их могут судить. Насколько это рабочий вариант, и насколько он гарантированно будет приводить к тюрьме? Еще осенью было четкое понимание политической воли не возбуждать уголовные дела на отказников и беглых и дезертиров. И народ бежал с разных. То есть первое дело, которое у нас было весной, это группа Краснодарского ОМОНа, которая отказалась. Они, штатные, это не совсем контракт, это просто штатные полицейские, которые отказались. А это не важно, потому что уголовка светит каждому, и неисполнение приказа это тоже для полицейского это тоже уголовная ответственность. И этих беглых были тысячи. Контрактников, ОМОНовцев. Тех, кто не хотел воевать в Украине. Весной 22 года, первое полугодие, было 0 уголовных дел. 0. Как ты думаешь, почему? Я думаю, во-первых, это точно было указание, потому что формально уголовные дела должны были быть. Так, почему такое указание? Потому что, видимо, не хотели эффекта домино и, видимо, не хотели запугивать военнослужащих. Они не хотели, чтобы, скажем так, распаковывать эту дубинку в отношении своих же силовиков, по сути дела. Это очень опасная история. Один из столпов полицейского государства – это ощущение безнаказанности своих действий самими полицейскими. Полицейский, когда он применяет пытки или чинит другой произвол, он это может делать только тогда, когда он уверен, что ему это сойдет с рук, что его начальство отмажет, покроет, прикроет, как угодно. Так. Понимаешь? И там важно было эту безнаказанность оставлять, даже когда они, собственно, делали что-то, что противоречит хозяину. Конечно, потому что это тут же подрывает доверие к начальству по всему периметру полицейской системы. Это наших могут сдать, и как только наших могут сдавать, это же братство. Это же некая корпоративность, это честь мундира, я не знаю, нет, не честь мундира, это другое, да, это некоторое ощущение этой заговора, некоего омерта, понимаешь, со стороны силовиков. Мы своих не сдаем, своих нельзя сдавать. И поэтому нижние чины могут творить произвол до тех пор, пока их начальство прикрывает их. Если их начнут сдавать их начальники, вся система поплывет. Если человек готов обменять возможность не идти на войну на тюрьму, то это будет обмен на какой тюремный срок? Трудно сказать, потому что эти мобилизации-то никогда не было, судебной практики по этой категории нет. Была только практика по срочной службе, и в основном это были уклонисты, срочники, которых не сажали в тюрьму. Но сейчас эти приговоры первые пошли, и это 3-5 лет, и причем они показательно жесткие. То есть власти понимают, что многие делают такой выбор в пользу тюрьмы, но жизни, то есть отказываются от свободы в пользу жизни, чем там умирать или кого-то еще убивать. Поэтому пока приговоры идут показательные. Я думаю, что 3 года. Если человек уже в армии, но хочет дезертировать, это обмен на какой тюремный срок? 5. Там зависит. Там может быть по-разному. Но пошли приговоры 5 лет тюрьмы. Памятник Нельсону Манделе. Надпись «Long walk to freedom». Как ты думаешь, про Россию так когда-нибудь можно будет сказать? То, что лонг, мы уже видим. Насколько будет фридом в конце, надеемся, что будет. Алексей Анатольевич Навальный нас в этом убеждает. Прекрасная Россия будущего. Навальный же, когда его спрашивали про тюрьму, насколько он к ней готов, он часто говорил, или всегда говорил, что тюрьма для многих политиков это обязательная часть его жизни и программы. И он часто приводил в пример как раз Нельсона Манделу.
вышел, победил апартеид, стал президентом Южноафриканской республики и умер, по-моему, лет в 96, что ли. Что-то вроде того. Объясни тем, кто не знает, что такое апартеид. Ну, апартеид — это, по сути дела, такой расизм. Официально признанный государством, когда белое меньшинство руководит черным большинством везде и подавляет его, собственно. ЮАР же под санкциями тоже была из-за Вот этого. это интересная история, да. Многие говорят сейчас по поводу России, да, санкции работают, не работают. У меня диссертация на тему военной санкции в международном праве. Я про санкции кое-что знаю. И все спрашивают, а вот экономические санкции, а вот они, типа, эффективны, неэффективны. Ну вот режим апартеида был 25 лет под санкциями, под экономическими. И нормально не рушился. Не рушился, и на самом деле его обрушила в конце концов, вот такая глобальная либерализация, демократизация 90-х годов. То есть она коснулась не только России, она коснулась многих частей мира, и ЮАР среди них, причем очень сильную поддержку белого правительства ЮАР в режиме апартеида был у Соединенных Штатов Америки, а его обвиняли в терроризме, и он до 2000-х годов был в списках террористов, запрещенных к въезду в Америку, и отдельный Белый дом давал разрешение на въезд Мандели в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Ну, президенту ЮАР. Да, уже президенту ЮАР, уже на свободе. А почему? Потому что Мандела в свое время отрекся от принципов Ганди непротивления злу насилием, сказал, что демократические и ненасильственные методы политические не работают, и стал проповедником насильственных действий. То есть в этом есть такая, ну, скажем так, специфика биографии и основная фишка самого Манделы. То есть он был вот таким. Он был сначала активным юристом за права и за демократию и против насилия, а потом он убедился, что это не работает, и стал пропагандировать насильственные методы, в том числе террористические, против белого правительства. Мне послышалось, или ты сказал, что США поддерживал апартеид? Ну, слушай, я имею в виду то правительство, которое было, Белое. Очень сильные экономические связи были с США. И США не смущало, что эти чуваки, по сути, у себя на российском фундаменте все это делают. Ну, смущало, наверное, это было предметом внутреннего движения, но режим апартеида-то он давний, там еще в самих США в 60-х, 70-х черные бились за свои права, поэтому это все уходит вот корнями туда. Представляю, сколько людей после этого вот так вот еще сделает в сторону США. Все. И эти люди чему-то нас учат. Мы правозащитники такие. У нас есть претензии ко всем государствам мира. Что ты думаешь про Нюрнбергский процесс с точки зрения права? Это был гигантский исторический прецедент. Впервые кого-то судили на международном уровне конкретных людей. До этого такого никогда не было. Это торжество было международного права. По нынешним временам, конечно, глаз дергается, когда там смертная казнь через повешение, да, то есть сегодня бы это было бы совершенно неадекватно и даже трудно себе представить, хотя Саддама Хусейна также повесили, хоть и не международным трибуналом, но это все-таки, это было ножом по сердцу правозащитникам, вне всякого сомнения. Ты помнишь, кто от Советского Союза там был обвинителем? Вышинский, генеральный прокурор. Что делал Вышинский в Советском Союзе? Был генеральным прокурором. Ну, то есть, по сути, человеком, который отправлял по этапу большое количество невинных людей. Ну, он бы, если бы был трибунал, то он был бы одним из подсудимых на этом трибунале по поводу сталинских репрессий. А трибунала, к сожалению, не было. Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Но на трибунале по нацизму он был человеком, который... Осуждал. На правах страны-победительницы.
И это тоже одна из уязвимостей Нюрнбергского трибунала, на которую и защита тоже тогда указывала. И, кстати говоря, трибунал по бывшей Югославии тоже упрекают в этом, и защита обвиняемых упрекала в том, что, подождите, это же фактически победители судят побежденных. В этом есть что-то не очень справедливое. Но это в любом случае гигантский прорыв по сравнению с тем, что было до международного права и торжества и всех этих институтов, как победители поступали с побежденными. А в идеальном мире как должно быть? Когда судит кто-то нейтральный? Конечно. Именно поэтому мы с тобой в Гааге, именно поэтому мы говорим там про Женевские конвенции и Швейцарию, потому что Швейцария, Голландия, они традиционно занимали некие нейтральные позиции, и поэтому крупные державы, они тоже считали, что это некий такой баланс и некоторая такая большая справедливость, когда ты задавал вопрос, почему в Гааге. Вот это одна из причин, почему в Гааге. Почему, условно говоря, здание ООН в Нью-Йорке, и в этом есть некоторые моменты, когда американцы, например, могут просто элементарно не дать кому-то визу для того, чтобы люди поучаствовали в мероприятиях ООН. Нидерландцы тоже могут так сделать. Да, ты можешь получить чешскую, нет, чешскую уже не можешь, но какой-нибудь другой шенгенный приехать в Нидерланды. Есть ли в российских судах палочная система? Смотря, что ты имеешь в виду под этим. Как у полицейских, то, что условно в месяц или в какой-то период должно быть какое-то количество раскрытых преступлений. А в суде какое-то количество обвинительных приговоров. Иначе начальство подумает, что вы не работаете. В суде немножко по-другому все устроено. Во-первых, есть нагрузка на судью. И сколько дел распределяется судье. И в Москве это сумасшедшее количество. До 800 дел в месяц рассматривает московский судья. Даже не пытайся понять, как это можно сделать физически. Обычно 300-400, но бывает и столько. Важный критерий у судей – это процент отменяемости его решений вышестоящей инстанции. То есть судью не столько беспокоит вынесение оправдательного приговора, сколько риск того, что вышестоящая инстанция его отменит. То есть, если он уверен, что оправдательный... Это стыд, да, для него? Это большая проблема для него. Это один из показателей, который может влечь за собой вплоть до лишения статуса судьи. Или там какие-то продвижения, или еще какие-то вещи внутри. Да? То есть там есть очень такая доведенная до совершенства система, в том числе давление на неугодных судей. Догадайся, насколько чаще оправдательные приговоры отменяются в вышестоящей инстанции, чем обвинительные. Значительно чаще. 800 раз чаще. Вот тебе ответ, почему судьи не готовы выносить оправдательный приговор. Но суды присяжных в России, которые распространены и становятся в последние годы все шире, они выносят чаще, и для судьи это выгодно. А что, это не я, это присяжки так решили. Переложил ответственность. Да, это присяжки так решили. Но есть в связи с этим... Что? Присяжки? Это термин такой, юридический сленг. Присяжные так решили. Раз присяжные так решили, не моя проблема. Но здесь на это тоже есть свой ответ у оперативников. Есть целая отдельная программа, как оперативное сопровождение судов присяжных, это называется. То есть в буквальном смысле оперативников МВД, ФСБ учат и натаскивают на то, как сопровождать суды присяжных. А что они делают? Не очень законные. Влияют на убеждения присяжного разными способами. У нас был случай, например, когда по одному делу свидетель, засекреченный свидетель, присяжный заседатель, засекреченный свидетель, он там за шторкой. Он давал показания, а на следующий день свидетель пришел к защитнику одного из подсудимых и сказал, что это был не я, это был оперативник. За шторкой. То есть, еще раз, есть функция, я не знал о такой, есть функция, когда есть секретный свидетель за шторкой перед присяжными в здании суда говорит измененным голосом или нет?
По-разному бывает. Так, говорил секретный свидетель, но потом выяснилось, что это был не секретный свидетель. Ну, как выяснилось, свидетель сказал, пришел к адвокату и об этом сказал. Дальше эта история никуда не вышла, потому что он отказался об этом заявлять. И в итоге для суда это был настоящий свидетель. По идее, судья должен удостовериться и проверить личность засекреченного свидетеля. Как это было там на самом деле, я не знаю. Приговор в деле был обвинительный? Конечно, Реальная тюрьма или нет? реально. Кто идет работать в судьи, если так все там устроено? Знаешь, когда я поступал на юрфак в середине 90-х, среди юристов, тогда это считалось очень модно, быть юристом и учиться на юриста очень модно было. Быть судьей — это было какое-то прямо, предел мечтаний любого студента юридического факультета. Казалось абсолютно недостижимой. Уже, наверное, лет 20 15 точно. Я не представляю, как можно работать с судьей. То есть это почти невозможно сохранить какое-то внутреннее достоинство, потому что ты фактически элемент системы, либо ты должен просто быть soldiers follow orders, как в «Войне клонов». Солдаты исполняют приказ. Но ты же все равно наверняка общался за эти 20 лет или знаешь. То есть что это общение или знания говорят об этих людях? То есть как они объясняют, что они готовы на такую сделку? Многие привыкли к тому процессу, который идет. Судья считает, что это же не он дело принес. Это же полиция, следователь принес дело, прокурор утвердил. Это такое делегирование ответственности и снятие немножко с себя. А потом многие объясняют это так, что я же дал меньше, чем мог бы. Я же ниже низшего назначил. На этой аллее флаги всех стран ООН, как я понимаю, да? Да. Мы долго думали, какой принцип, а все оказалось довольно просто. Это по алфавиту здесь начинается. И честно, можно залипнуть на игру во флаге. Тебе не так интересно, да? Но например, тот флаг, мы долго думали, почему это Катар здесь оказался, а оказалось, что это Бахрейн. В общем, для людей, упарывающихся по географии, здесь рай. Извините, но у меня нервная клетка умрет. Все страны ООН. Давай. Как раз по алфавиту. Так, Что ты ищешь? Я ищу после Бельгии, что у нас идет. Это Белиз. Белиз. Это Белиз. Блин, это очень интересно, потому что я бы шел и это. А то, что то Бурунди, я узнал без подсказки. Что это за здание? Это здания, в которых раньше были два международных трибунала по бывшей Югославии и по Руанде. И 10 лет назад им на смену пришел так называемый международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. То есть те два трибунала закрылись, дела, которые он не довел, передали отдельной группе, которая сейчас их дожимает. И главный процесс, который идет прямо здесь сейчас, это суд над владельцем радио Руанды, так называемое свободное радио и телевидение «Тысячи холмов» Фелисиена Кабуги, который 25 лет бегал, 2 года назад был пойман Францией и из Франции передан сюда. Его здесь судят, ему 89 лет. Человек, ответственный за пропаганду, которая привела к убийству сотен тысяч, а может быть и миллиона человек. Да, все так. Да, в 94 году. Его судят за то, что он был владельцем медиа, Да. из которого разжигалась ненависть. Да. То есть это, по сути, если бы сейчас судили Эрнста или Добродеева. Есть желающие людей, пропагандистов и руководителей, я не знаю, это же государственное телевидение, разве нет в России? А то частное было. А то было частное. Но руководители радио тоже осуждены, 4 человека уже осуждены. Пожизненно? Нет, никто из них не пожизненно, потому что суд признал, что они сами не участвовали в убийствах, а только призывали к ним.
Геноцид в Руанде мог бы обернуться не такой катастрофой, если бы вмешался кто-то из старших партнеров. Есть претензия, что Франция, имевшая колоссальное влияние тогда в Руанде, она не сделала примерно ничего для того, чтобы это предотвратить. Франция, Бельгия, безусловно, Соединенные Штаты Америки, большие державы могли и предотвратить, и вмешаться, в общем, этого всего бы не было. Но самое интересное, что предпосылки во многом тоже от европейцев, потому что в конце 19 века эта территория Руанды, она принадлежала Германии, и колонией Германии был, и это немцы приняли решение, что управлять будут представители тутси, которые составляли меньшинство. Там есть очень интересные еще эти предпосылки. Не будем углубляться в эти расовые теории прошлых веков. Но тутси, которые составляли 10% населения, 10-15. их представители были назначены колониальной державой руководить страной. И это, естественно, долгое время, несколько поколений напрягало хуту. Когда у Германии эту территорию забрали и ею стали управлять французы, они провели выборы. И догадайся, кто победил? Конечно, хуту, потому что их большинство. И после этого кувыркнулась вся ситуация, и начали притеснять тутси, их начали выгонять. Это длился долго конфликт. Они пытались урегулировать его. И президент Руанды вместе с президентом Бурунди, которую ты сейчас назвал, летели на самолете после переговоров, и их сбили. Самолет сбили. На подлете в Кигале, да? Да, оба президента погибли. И хуту обвинили тутси в том, что это они организовали, и это послужило триггером для конфликта. Но я правильно понимаю, что не доказано же, кто это сделал? Не доказано до сих Просто пор. две версии. Я так понимаю, есть, что это сбили хуту, чтобы, собственно, все начать. Ну, а второй вариант, что это... Да, то есть неизвестно, кто сбил. Главное, что это послужило именно поводом для конфликта. И вот, собственно, радио как раз сработало очень эффективно, и оно иносказательно стало призывать к убийствам тутси. И была... Убивайте тараканов. Да. И самое интересное, что почти не использовалось огнестрельное оружие. Забивали мачете и палками, и прикладами от винтовок. И от 500 тысяч до 1 миллиона считается погибших. Никто до сих пор не знает, сколько погибло. То есть до сих пор, все последние 25 лет, сколько шли суды, находили все новые и новые, и продолжают находить новые и новые захоронения. То есть это был самый большой геноцид, а по интенсивности он превысил Холокост, просто потому что здесь, в Руанде, он длился типа 100 дней, и за 100 дней убили такое количество людей, которого, в общем, раньше такого никогда не было. Есть ли в России судья, которого ты уважаешь? Сейчас уже нет. Но были классные судьи Конституционного суда. Давно ушла Тамара Морщикова, потом был Ароновский, потом был Ярославцев. То есть все классные судьи Конституционного суда еще с свободных 90-х и начала нулевых, которые имели собственное мнение, которые не стеснялись не соглашаться с большинством и готовить очень жесткие, очень классные особые мнения. Особое мнение — это, как ты понимаешь, есть решение Конституционного суда, которое принято большинством голосов. Оно описывается. И если кто-то из судей не согласен с ним, сейчас это запрещено, раньше мог подготовить особое мнение. И это не решение, но это его письменная позиция, почему он не согласен с большинством. И оно публиковалось вместе с этим решением. И там они обалденные некоторые были за последние даже 10 лет. Такое было, последние несколько лет они запрещены, и, в общем, любое несогласие с большинством, любое инакомыслие выхолощено полностью. А запрещены, потому что у судьи своего мнения быть не может? Потому что есть мнение государственное и неправильное.
Валерий Зоркин всегда был таким? Да. Просто в начале 90-х он, видимо, не сориентировался и не на ту лошадь поставил, потому что он встал на позицию Верховного Совета. Это был конфликт 93-го года. Да, он встал на позицию Верховного Совета с Русланом Хасбулатовым, который вот недавно умер, против Бориса Ельцина. И после этого его очень сильно одернули из президентской администрации. И с тех пор он не отклоняется от генеральной линии президента. Насколько возглавлять Конституционный суд может человек, который говорит, что крепостничество было главной скрепой России, а защита прав человека не должна подрывать нравственные устои общества и разрушать его религиозную идентичность? Но этот же человек говорил другое 15 лет назад, 20 лет назад. Это тот же самый человек, который говорит разные вещи в зависимости от того, какой преобладающий ветер сегодня дует. Сегодня вот он ультраконсервативный, и он его формулирует. Хочется сказать спасибо, что смертную казнь пока не вернули. Ее, конечно, отыграть обратно можно, но и в моем прогнозе 2017 года вероятность такая тоже описывалась, но пока мы все-таки без смертной казни. Объясни тем, кто за смертную казнь, чем это плохо. Потому что суды совершают ошибки, особенно та судебная система и та следственная система, которая у нас есть в России, потому что есть пожизненное лишение свободы, которое тоже с точки зрения прав человека не очень, потому что позиция правозащитная позиция заключается в том, что у человека должна быть надежда на свободу. И это его естественное право. Вопрос соразмерности наказаний, безусловно, присутствует. Но государство не должно убивать людей ни при каких обстоятельствах. Ни на войне, ни по приговору суда это не норма. Может ли у ангарского маньяка быть надежда на освобождение? По российскому закону, я не знаю, ему пожизненное лишение свободы, по российскому закону... По твоему мнению, по мнению правозащитника? По российскому закону пожизненно осужденный может получить право на досрочное освобождение по отбытии 25 лет. В России около 2500 осужденных к пожизненному лишению свободы на сегодняшний момент. И это число растет постоянно. Пока ни один пожизненник из колонии в России не вышел. Я считаю, что это неправильный подход. Я считаю, что право на свободу имеет каждый. Это не означает, что человека нужно простить, и он не должен отбыть какой-то срок, пусть даже большой. Общество считает так: давайте уберем из наших рядов особых вредителей, навсегда изолируем. А проблема в том, что это не решает общую ситуацию, потому что простая изоляция не работает. С этими людьми изолированными ими нужно заниматься. Потому что если в обществе есть 2500 навсегда изолированных людей в совершенно жутчайших условиях, которые могут содержаться, и общество не занимается ими и не смотрит за тем, что там происходит, мы потом получаем Навального, который не может выйти из ШИЗО, мы потом получаем разные пытки и саратовские истории с изнасилованиями осужденных, потому что если общество не хочет и стыдливо прикрывается, не желая понимать и знать, что происходит в изоляции, это неправильно. Мы должны знать, что там происходит. Потому что если какая-то ерунда и какая-то, какой-то ужас происходит с самыми виновными преступниками, самыми тяжкими преступниками, и если это сходит с рук, то это может перекинуться. Это неизбежно перекидывается на остальных. Вот в чем проблема. Потому что либо гуманизм есть в принципе, либо его нет в принципе. Ни для кого. Нельзя исключить гуманизм для одного ангарского маньяка и сохранить гуманизм для всех остальных. Нет, так не бывает. Это и та же причина по поводу смертной казни.
Нельзя сказать, что окей, этих мы можем лишить жизни, значит, остальные, и быть уверенным, что это не коснется никого невиновных. Есть прекрасный американский проект, правозащитная организация, которая с современными технологиями, в том числе и геномная экспертиза, ДНК, расследует старые дела, поднимают из архива старые дела людей, которые пожизненно сидят, или людей, которых там, чего там их, инъекции, смертные, которых казнили. Да? И они доказывают практически каждый, я не знаю, несколько раз в год они доказывают, что казнили невиновного или сидит пожизненно невиновный, потому что ДНК ему не принадлежит. Просто тогда это не было возможности доказать. А сам по себе этот проект и даже хотя бы несколько таких дел, они показывают, что, слушайте, суды ошибаются. А если человек даже сидит 20 лет и 30 лет, его все-таки можно освободить и признать невиновным. А если ты казнил кого-то, финита ля комедия. Свой побег из Шоушенка они делают. Да. Но только законный. Как ты думаешь, смертную казнь могут вернуть? Легко. То есть для тебя это не фантастический вариант? Абсолютно. И более того, для меня это абсолютно реалистичный вариант в ближайший год. Здесь же судили Милошевича. Здесь же судили Милошевича. Расскажи тем, кто не помнит, не застал югославский конфликт, за что его судили? И кто из этого конфликта помнит только бомбардировки НАТО Белграда? Конфликт начался в начале 90-х. Собственно, СФРЮ, то есть Социалистическая Федеративная Республика Югославия, она состояла из нескольких стран, из нескольких республик, которые потом стали странами. Да, и, кстати, вот с 1 января 23 года одна из них, вторая после Словении, Хорватия, стала членом Шенгена. Ну и первые, кто заявил о том, что о независимости, это были хорваты. А проблема заключалась в том, что на территории каждой республики вообще доминировала всегда Сербия. И на территории каждой республики были территории компактного проживания сербов. Сербская краина в Хорватии, Республика Сербская в Боснии. Там была группа боснийцев, мусульман, хорватов, микс национальный. Короче говоря, это наследие все взорвалось в начале 90-х годов, и пошла резня в центре Европы. То есть на глазах у всех, со всеми камерами, и то есть то, что было. Это Руанда удивительно, а Югославия еще более удивительно, потому что это прямо в центре Европы. Там был геноцид, Международный суд ООН установил геноцид в Сребренице. Что еще? Было очень много военных преступлений, очень жестких. А Милошевич был президентом Сербии. А Милошевич стал президентом Сербии. Он был таким ультранационалистом сербским. И он ратовал за единую великую Сербию и за то, чтобы на базе бывшей Югославии создать некую такую большую Сербию на фоне желающих отделиться. Словения тут же отделилась, сказала, что она типа до свидания. Но они были как бы немножечко далеко, и война ее особенно не затронула. А вот в Хорватии и в Боснии это были основные боестолкновения. Да, почему судили именно Милошевича? Потому что он руководитель был Сербии, идейный вдохновитель, главный политик, который, собственно, создал условия для всей вот этих вот вооруженных конфликтов. И его министры обороны, спецслужбы, полиция, силовики, всякие разные добровольческие формирования, полевые командиры устраивали вот эту вот резню хорватов и боснийцев и мусульман. И всего трибунал по Югославии судил больше 160 человек, очень разные приговоры. Есть пожизненные, и здесь, в тюрьме Гааги, сидит Радко Младич и Радован Караджич. Это лидеры боснийских сербов, которые получили пожизненное лишение свободы. Вот, то есть есть разные. Есть те, которых оправдывали, есть те, которых сейчас судят. Еще бывшие руководители спецслужб
сербских, их сейчас судят, прям вот, идут процессы именно сейчас. То есть остаточный механизм дожимает последние дела, которые есть. Дело Фелисиена Кабуги — это последний судебный процесс по Руанде. То есть он будет закрывать вообще всю руандийскую историю. Но Милошевичу выдала новая сербская власть. Да. Вучич, действующий президент Сербии, работал министром просвещения при Слободане Милошевиче. Министром информации даже. Это, по сути, министр пропаганды, считай. А при Слободане Милошевиче ему было вообще каких-то там 27-28 лет. Это было в конце 90-х. Очередной пример того, что люди, которые сейчас с Путиным, если представить, что когда-то в России будут изменения, когда-то будет новая власть, совсем не факт, что кого-то из тех, кто сейчас работает с Путиным, мы потом не увидим на руководящих постах в России. Ну, мы с тобой говорили про Нюрнбергский трибунал и про то, когда же некоторые фигуранты его потом работали в ФРГ. То есть это почти неизбежно. Это почти неизбежно даже после денацификации, даже в случае какой-то люстрации. Люди, которые сейчас в руководстве страны на каких-то вторых, третьих ролях, они будут в будущем, по крайней мере, претендовать на посты, а может быть и занимать их. Гааге судили еще и хорватского генерала. Гааги судили не только сербов, там сербских сербов, хорватских сербов, боснийских сербов. В Гааге судили еще и хорватских генералов, и вот один из них, Слободан Проляк, он был признан виновным, ему назначили какое-то количество лет, он обжаловал это в апелляции, и апелляция оставила в силе приговор, и прямо на оглашении он, стоя, что-то такое, какой-то лозунг выкрикнул и выпил цианистый калий. И умер в тот же день в больнице. Как он пронес его с собой? Я не знаю. Это большой вопрос. И это было в прямом эфире. То есть это была прям трансляция, это было такое самоубийство в прямом эфире. А вот это организация по борьбе с распространением химического оружия. Да. То есть вот в этом вот круглом здании разбирается, чем отравили Навального. Да. А по итогам расследования будет вот нечто похожее, как по Боингу, да? То есть вот будет итог... Суда не будет, нет, это не суд. Это экспертная... Это организация, которая изучает, она одновременно, например, изучает еще вопросы использования химического оружия в Сирии. Там были обвинения, в том числе в адрес российской армии, что она использовала там, или Асада, что они там используют какой-то такой. И расследование по Навальному тоже есть. А по Солсбери было расследование здесь? И по Солсбери тоже. Сирия, Навальный, Солсбери. Да. И символично, что российский флаг очень рядышком. Все последние 3 истории, которые были предметом изучения организации, они связаны с Россией. Как это понимать? Хорошие химики, наверное. Почти всю свою жизнь ты прожил в Татарстане, Да. в Казани. Ты же намеренно не переезжал в Москву. Я работал в Москве и жил в Москве 3 года. Но тебе не понравилось, и ты вернулся. Ну да, можно так сказать. Я не очень люблю Москву. Ты как-то говорил, что не будешь помогать как юрист человеку, который говорит про себя «я коренной москвич». Но это был просто твит какой-то, связанный с общим таким чисто твиттерским хейтом. Ну, это да, это, я не знаю, это как там прыгают на велосипедистов, ну вот, а я там немножко против москвичей. Ну, есть потому, что в стране немножко такой москвицентризм, так называемый default city, да, и прочее. Это очень часто такое, а вы разве не в Москве? Или так мне пишут, ну, вот у нас такая-то случай, нам очень нужен адвокат, вы не можете помочь, и описывают ситуацию, и я так, город какой? Можно даже не спрашивать, потому что если человек, который обращается, не говорит, из какого он города, он будет из Москвы. И это немножко напрягает. Ну, то есть такой, знаешь, default city. Ну, вот я... И поэтому для нас, людей не из Москвы, вот эта вот вся ваша московская снобистская культура немножко раздражает. Казань — приличный город, живите в Казани. Одной из концепций будущего послевоенного России многие называют, возможно, распад.
Ты как человек, который... И про Татарстан многие тоже говорят в этой связи. Как человек, который прожил там почти всю свою жизнь, видел ли ты когда-нибудь и видишь ли ты сейчас предпосылки к тому, что Татарстан захотел бы отделиться? В начале 90-х годов, мне там было, не знаю, 12-13, был такой разгул татарских националистов. Там молодые люди в зеленых повязках, под всякими разными зелеными флагами, бегали по городу, призывали к отделению от России, к тому, чтобы изгонять русских из Татарстана и к, значит, убийству манкурдов. Манкурдами называли детей от смешанных браков. Моя мама татарка, а папа русский. Это из Чингиза Айтматова же, да? Это и... Человек, который, типа, не помнит родства. Ну, типа того, да. Да. Вот. И мои родители, я помню это, у меня разговор, отец со мной провел разговор по поводу того, как себя защищаться в ближнем бою, если что-то. Как я это помню, для меня это было такое детское впечатление. Одним из татарских националистов тогдашних был Рафис Кашапов. Спустя 15 лет у него была первая уголовка за экстремизм на ту же самую примерно тему татарского национализма. Вот. И я его представитель в Европейском суде по правам человека. То есть и для меня это было такое, и я помню, я несколько раз об этом рассказывал, для меня это было такое важное над собой внутреннее преодоление какое-то, что, в общем, слушайте, права и свободы человека убер алис. Ты из-за принципов должен был переступить через личные отношения и личный опыт. Да. Детская прививка заключается в том, что таких, как я, татарские националисты в начале 90-х годов публично призывали об этом, по крайней мере, я помню как ребенок. Как это было на самом деле, я не знаю. Но я как ребенок это помню, и мои родители это воспринимали как реальную угрозу. А еще говорят, что дивизия ВДВ стояла в начале 90-х годов под Ульяновском, готовая значит, входить в Татарстан, если Татарстан начнет какие-то предпринимать действия по отделению от России. Просто проблема в том, что географически Татарстан никуда отделиться из России не может. Это как бы анклав внутри, да, и это там нужно как-то, я не знаю, с собой забирать Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и как-то там Казахстану чего-то. Я не знаю, как это географически очень трудно сделать, и поэтому скорее речь шла в 90-х годах потом о некотором экономическом суверенитете Татарстана от Москвы, когда вот та знаменитая фраза «берите суверенитета сколько сможете», Ельцин ее произнес в Казани, и я помню посещение Ельцином Казани в начале 90-х годов как раз вот в связи со всем этим. То есть когда Татарстану разрешили не платить налоги в федеральный бюджет в обмен на то, что это будут инфраструктурные проекты внутри республики. И, собственно, Казань поднялась как такой прям европейский город во многом на тех деньгах от нефти, которые оставались внутри. Поэтому я не верю в распад. Никаких тенденций не видно. И я думаю, что это не очень вероятный сценарий. А ты говоришь по-татарски? Что это значит? Немного говорю. Мы находимся неподалеку от Скандинавии. Ты как-то говорил, что скандинавская модель тюрьмы, видимо, лучшая. Что ты имел в виду? Ну, она самая гуманная. Я был в тюрьме в Норвегии с визитом. Это совершенно другое. И был в тюрьмах в российских, и был еще был в американской тюрьме. Есть с чем сравнивать. Американская точно не модель, российская понятно, что не модель. Если и есть какая-то модель, то скандинавская это да. Ну, во-первых, у надзирателей нет оружия. Там нет пожизненного лишения свободы, там нет смертной казни, естественно. Это уже как бы must-have, что называется. Там есть индивидуальный подход, там есть возможность самореализации. Там камеры закрываются изнутри. Понимаешь?
То есть, если ты хочешь уединиться, ты можешь уединиться. А вообще, в принципе, ты как бы можешь ходить друг к другу в гости, и общий коридор, общая кухня, свой телевизор, смотреть можно киношки и так далее. Про интернет всегда сложно. Интернет это бывает очень редко. Но бывает, что даже он есть. Но и бывает, что даже он есть, да. Способствует ли это снижению преступлений? Да, конечно. В России 40% рецидива считается. То есть практически, там почти нет. И там основная преступность — это мигрантская среда. То есть там есть еще вот люди из других культур и в силу там разных трудных жизненных ситуаций, проживания не у себя дома и так далее. То есть там своя такая есть особенность, но рецидив очень низкий. А этически? Вот заслуживает ли Брейвик такого? Брейвик получил, насколько я помню, 21 год. Это был абсолютный максимум, который норвежский суд мог ему назначить. А его признали психически здоровым? Да. Примерно лет через 10 или, может, меньше. Да. Брейвик выйдет на свободу. Да. И это норм для общества. Ну, я думаю, что будет надзор продолжаться, конечно. Для общества это может быть... Общества разные, мнения есть разные, и обсуждения такие есть в Норвегии в том числе. Посмотрим. Я не думаю, что, слушай, память общественная достаточно короткая. И 20 лет спустя уже будет другое поколение. Мы за последние 20 лет в России вспомним, чего только не было, каких только ужасов не было. Публика недолго помнит все эти ужасы. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Это как есть. Ну, то есть такова жизнь. Такова жизнь. Этим, кстати, очень многие пользуются, в том числе и со стороны властей, потому что, окей, хайп пройдет, там, и потом, глядишь, и все эти, и международное правосудие находится тоже в этой немножко петле времени. Потому что я, например, с удивлением узнал, что продолжается до сих пор, есть отдельный международный фонд, который выплачивает до сих пор какие-то деньги людям, пострадавшим от нападения Саддама Хусейна на Кувейт в 90-м году. 32 года спустя фонд продолжает чего-то выплачивать, какие-то компенсации. Ты понимаешь, что это могут быть уже дети, если не внуки тех, кто там тогда пострадал. То есть сейчас уже ты помнишь про бурю в пустыне и про то, что там Ирак напал на Кувейт, и то, что, кстати говоря, по решению Совета Безопасности ООН это было такое образцово-показательное вооруженное защита Кувейта и такая, как бы под флагом ООН войска заколбасили Саддама и прочее. А процедуры международные продолжаются. И также с конфликтом нынешним в Украине это будет надолго. Это будет на 20 лет как минимум. Растянется все. Хорошо, что началось уже сейчас. Может быть, первые ордера Международного уголовного суда на аресты появятся в ближайшие месяцы. Скорее всего, это так и произойдет. Когда эти люди попадут на скамью подсудимых, пройдет время. Пройдет больше времени, к сожалению, чем хотелось бы. Как бы ты описал свои отношения с силовиками за те 20 с лишним лет, что ты занимаешься правозащитой? Процессуальный оппонент. У меня личные истории были только с полицией Татарстана. Граната у двери твоей квартиры. Что это было? Это была, наверное, самая пиковая давнишняя история. Кстати, почти 20 лет ей. В 2004 году мы начали работать по делам о пытках. Здесь должен где-то там Игорь Каляпин появиться, мой старый товарищ, с которым мы, собственно, это начинали, и который нас научил, молодых, работать по этой категории дел. И у нас пошли первые уголовные дела в отношении милиционеров о пытках. И мы пошли к журналистам рассказывать о них и говорить о том, что это вообще-то системная проблема в Татарстане. Мы работали в Казани и начинали работать в Казани. И это, естественно, не нравилось МВД. Потом мы решили организовать пресс-конференцию с жертвами пыток,
в том числе тех, кто погиб от них. Вдова была одного погибшего. И с этого началась атака на организацию. Было нападение на офис, разгром техники. 2 человека в масках ворвались в офис, когда там работали сотрудники, и разгромили всю технику. Было уголовное дело в отношении одного из моих сотрудников. Были куча проверок. И утром одного из дней в мае 2004 года мой отец выходил из квартиры, открыл дверь и откатил с гранаты. Позвонили по телефону, приехали ФСБшники, саперы, в общем, перекрыли там все подходы. Значит, эту гранату куда-то увезли, возбудили уголовное дело о хранении боеприпасов. Экспертиза показала, что это боевая граната, которая не взорвалась по технической причине, о которой не мог знать подозреваемый. Я не знаю, что было на самом деле. Естественно, никогда никого не нашли. Было Твоя версия, что это полицейские? Ну, это просто было примерно в один и тот же момент со всеми другими событиями, которые, в принципе, не оставляют другого вывода. Но та история закончилась примирением, и мы потом достаточно хорошо сотрудничали несколько лет с МВД. Мы проводили тренинги по правам человека для полицейских, совместные исследования ситуации с насилием в милиции Татарстана. И, в общем, эффект удался. А плюс о нас узнали достаточно хорошо на федеральном уровне про казанских правозащитников. Ты говорил, что это закончилось пактом о ненападении. Да. А как может быть пакт о ненападении, если вы оппоненты? Это что за сделка такая, если в любом случае, если МВДшник накосячил, там кого-то пытает, как ты, как правозащитник, не можешь, собственно, на него нападать? Нет. Пакт как раз заключался, условные договоренности, это не было прописано, но условные договоренности заключались в том, что если есть какой-то косяк, то мы об этом сообщаем министерству, и было много случаев, когда... Сначала министерству, а не в паблик. Ну да, типа того. Были такие договоренности, там разные были договоренности. И давали им возможность. У нас было несколько случаев, когда совместно с управлением собственной безопасности МВД раскрывались какие-то вымогатели в погонах. К нам приходили пострадавшие. Мы передавали это собственной безопасности. Собственная безопасность задерживала своих же сотрудников. Это потом приводило к приговорам. И окей. А как они реагировали? Что? Неужели такое есть? Нет, они отчитывались как о результатах собственной оперативной работы. Они были крайне довольны, потому что у них жирная палка пришла. Они же тоже отчитываются. Как выглядит лекция по правам человека в полиции? О, это классная история, одна есть. Что вы рассказываете? Что бить людей на допросе нельзя? Нет, Какими глазами на вас смотрят? Ты сейчас поймешь это, ты сейчас почувствуешь эту историю. Одна была очень яркая. То есть районный отдел, сельский отдел милиции в Татарстане, и, в общем, одного задержанного забили до смерти. Лужи крови в клетке. Обвиняются 2 сотрудника. Наш юрист представляет интересы семьи погибшего. Идет следствие, потом суд. Суд. Прокурор, судья, наш юрист, 2 обвиняемых, 1 в клетке, 1 на скамье подсудимых. И полный зал полицейских в форме. Полный зал. 30 человек. Каждое судебное заседание. Судят, приговор выносят. 9 лет реального лишения свободы того, кто уже под стражей, и 3 года реального лишения свободы, которые на свободе, арест в зале суда. Их уводят, их сослуживцев. При них. Можете себе представить, какая там обстановка в зале суда? Проходит месяц, и этот юрист приезжает в этот отдел для этих сотрудников по согласованию с министерством проводить тренинг по правам человека. О том, что бить нельзя, и о том, какие могут быть последствия, и о том, где эти границы, какова практика, каковы стандарты Европейского суда по правам человека и прочее. Понимаешь? Задачки решают. Задачки? Ну да, то есть... Подозреваемый не колется. Что делаем? Да.
Вот такие? Ну, если уж очень примитивно, то есть обычно такая традиционная история, то есть там тикает бомба, да, у вас есть, вы точно знаете, что это вот, и вот у вас есть там 5 минут для того, это чтобы вот? раскрыть. Ну, есть подозреваемый, который знает, как отключить или где она находится, и у вас есть 5 минут для того, чтобы вот вы будете применять силу в отношении него или нет. Мы делали интересное исследование, мы брали истории из жизни, которые легли в основу разных решений Европейского суда по делам о пытках. Не такие примитивные, да, а вот как бы такие жизненные. Например, оставление человека в холодной камере на ночь, да, или еще какие-то там, или там не давать ему воды какое-то время, или еще что-то, да, и как бы вы поступили. Такие максимально приближенные к жизни истории, которые в свое время Европейский суд признал пыткой. 2/3 полицейских, по нашим, там, 500 человек мы проанкетировали, 2/3 полицейских значит, сочли это допустимым поведением. А протикает бомбу. Какой правильный ответ? Что надо делать? Ну, пытать нельзя. А вот у этой задачи есть решение? У этой конкретной задачи, ну, какое решение? Не пытать. И взорваться. Другие способы. Ну, это не будет ответственность полицейских, если она взорвется. Но если главное будешь другое. пытать, то это будет твоя ответственность. Ну, конечно. Но главное другое. Главное, очень часто такое бывает. Ну, как бы другие... Подождите, в смысле других способов? Это касается... Давай, а мы читать вот твою переписку. Как вот читать... Ну, не читать твою переписку? В смысле, ребята, оперативная работа, она предполагает кучу разных методов. Она предполагает внедрение, вербовку, агентурную работу, сбор разных данных и прочее. То есть работать надо, ребят. Тогда у вас не будет оставаться 5 минут для того, чтобы значит, выбить какую-то информацию из подозреваемого. После ОВД «Дальняя» был уволен министр МВД Татарстана. Какая фамилия? Сафаров. Напомни, где он работает и кем сейчас? Он глава аппарата президента Татарстана, или сейчас там это как-то по-другому называется. Как такое возможно? Ну, он один из людей элиты Татарстана. Он был охранником первого президента Минтимира Шаймиева. Он бывший сам оперативник с 80-х годов, но он потом возглавлял охрану президента, потом он стал министром внутренних дел. Он, между прочим, тот человек, который разгромил казанские преступные группировки 90-х годов. Это, ну, то есть это не отнять. И, к слову сказать, всплеск насилия милицейского в начале нулевых – это было следствие борьбы с группировками. Потому что сначала применяли насилие в отношении бандитов, потом бандиты кончились, а привычка применять насилие в милиции осталась. И вот мы как раз на этот период тогда попали, и у нас был перехлёст правозащита против правоохранителей. Вот. А потом закончилось все как закончилось. Но репутационно такой переход выглядит очень стрёмно для государства. Или я что-то не понимаю? Или мы все что-то не понимаем. Вопрос. Почему Югославию, Россию, Руанду, другие страны судят в одном месте? Вот почему так сложилось, что вот такие конфликты разрешаются судом здесь, а не, например, где-нибудь в Архангельске или в Сестрорецке? Ну, таково решение Совета Безопасности ООН было в каждом случае. Ну, то есть это как бы главный орган в мире, отвечающий за международную безопасность. Именно его резолюциями были созданы все эти трибуналы и все эти суды. То есть и место дислокации тоже определено им. 15 членов Совета Безопасности, из них 5 постоянных, включая Россию, 10 непостоянных, которые меняются. И в этом, ну, собственно, один из секретов неуязвимости российского режима как раз заключается в этом. То есть Сергей Лавров и Владимир Путин рассчитывают на то, что они останутся
безнаказанными или их не привлекут к ответственности, потому что Россия является постоянным членом Совета Безопасности и имеет право заблокировать, то есть наложить вето на любое его решение. Там единогласно должно быть? Там не единогласно, но там постоянный член может наложить вето, то есть заблокировать одним голосом любое Даже решение. если 4 постоянных. Да. Да. И в этом и есть как раз вся мякотка. То есть российские власти чувствуют себя вне возможностей международной ответственности, вне рисков. И Украина пытается как раз каким-то образом найти обходные пути, инициирует обсуждение об исключении России из Совета Безопасности ООН, что, на мой взгляд, маловероятно, потому что это в уставе ООН прописано. То есть Украина доказывает то, что Россия не должна считаться правопреемником СССР в уставе ООН СССР и так далее. То есть там есть разные дискуссии на эту тему. Но общий смысл заключается в том, что вся международная юстиция в конечном счете решается очень узким кругом государств, из которых 5 — США, Россия, Франция, Великобритания и Китай. Это страны, победившие во Второй мировой войне. Да. Это они типа решают все вопросы международного мира и безопасности. Это поэтому все, там, я не знаю, война США во Вьетнаме, война СССР в Афганистане, они были за рамками международной юстиции, в принципе, потому что есть возможность заблокировать. Ну, это тупиковая ситуация. Получается, кто-то из 5 тупиковая. всегда может... И, грубо говоря, если Китай сейчас пойдет аннексировать Тайвань, да, то тоже никто ничего не сможет сказать. Практически да. То есть какие-то хитрые вещи, типа мы прилетели, посадили самолет и все остальное, а так... Так, да. Единственное, что может противопоставить, и то под большим вопросом, это региональные организации коллективной безопасности, например, Североатлантический альянс, в уставе которой НАТО, в уставе которой написано, что в случае агрессии на любую страну НАТО все страны НАТО объединяются в рамках коллективной самообороны. Почему никто не судил Джорджа Буша-младшего? И почему он не считается военным преступником? По той же самой причине. США постоянный член Совета Безопасности. Эти инициативы могут быть в любой момент заблокированы. Более того, я тебе скажу, самое интересное, знаешь что? Соединенные Штаты Америки тоже не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. И по чаяния Дональд Трамп вводил санкции против главного прокурора Международного уголовного суда, который инициировал расследование преступлений американских солдат в Афганистане. Он санкции даже. То есть американцы не признают международную уголовную юстицию типа «не лезьте к нам». То есть, когда российские власти говорят, мы ориентируемся на международный опыт, они же часто так говорят, основания тоже для этого есть, потому что они практически ничего не придумывают. И тут снова возникает вопрос. И эти люди учат Россию жить? Их же так легко поймать на непоследовательность. Что российская пропаганда и делает с большим удовольствием. Тем более, что в истории событий было очень много. То есть понятно, что никто не идеален, но это, в общем, как бы еще Иисус Христос говорил, да? Но вот твое мнение, тоже гражданина, правозащитника, интересующего человека, то, что США делали с Ираком, это же тоже преступление? Чем это отличается от того, что мы делаем в Украине? Послушай, преступление и не преступление, это решает суд. Давай пусть Твое суд отношение. Твое отношение как... То, что были искусственно созданы основания для вторжения в Ирак в начале нулевых, для второй кампании, которая уже была не под флагом ООН, под американским. под американским флагом. Да? То, что якобы у Ирака были связи с Талибаном, то, что якобы у Саддама химическое оружие или какое-то там бактериологическое оружие или там какие-то разработки ядерного оружия, это все потом оказалось неправдой.
Это, фактически общеизвестный факт. И, следовательно, эти действия, они были, в общем, оказывается, перед лицом истории не совсем оправданными. Но никто не судил. И я уверен, что российские власти рассчитывают, что им удастся избежать этой же судебной оценки на международном уровне, но я думаю, что это будет не так. Суд будет. А почему? То есть чем это отличается? Просто тем, что Америка мощнее, и поэтому их президент может даже, тогдашний президент может даже в изгнании не уезжать, а спокойно себе жить в Техасе? Во-первых, потому что Саддам Хусейн все же был не ангелом во плоти и преступления совершал, и товарищ химический Али при нем отвечал за кучу разных дел, и то, что курдов преследовали, и то, что разные дела там были, сомнений в этом нет. И потом то, что кому-то сошло с рук, это не означает, что каждому последующему должно сходить с рук. То есть не было ни разу, чтобы руководителей ведущей державы судили на международном уровне. Такого не было. Но Слободана Милошевича судили, несколько глав государств судили и осуждали, и других, и сейчас находятся они под арестом, и африканских, но и не только. И более того, может быть сценарий такой, что изменится политический режим, и политическому режиму новому в России будет важно продемонстрировать как один из шаг реинтеграции в международное сообщество и поддержка международных обязательств и права, это ратификация, обратная ратификация Европейской конвенции о правах человека, и вернуться в Совет Европы, а также дать возможность судить кого-то из прошлого руководства. Это возможно. Мы возвращение в мир в обмен на то, что мы отдаем своего Слободана Милошевича. Или так, или другие варианты могут быть, что начнутся суды над какими-то людьми на вторых-третьих ролях. Тех, которых, например, смогут выдать или которых поймают в Дубае, в Турции или еще как-то, в том числе какие-то, могут быть разные варианты развития событий. Но это все равно история про политический торг будет. Политика всегда где-то рядом, с правом, особенно на международном уровне. Это неизбежно. И я думаю, что до тех пор, пока кардинально что-то не изменится в стране политически, юридические механизмы задействованы не могут быть. То есть пока пушки работают, политики отдыхают, дипломаты отдыхают, а юристы тем более подбирают только какие-то, оттаскивают тела и зализывают раны. Ты теперь живешь не в России. С каких пор? Пока не в России. Получилось довольно случайно, потому что были конкретные мероприятия в марте, на которые уже были куплены билеты и нужно было ехать. И уехал на них, а потом семейные вопросы важный был, потому что в прошлом году старший сын заканчивал школу, и у нас была такая давняя семейная пятилетние планы на то, чтобы его пристроить в Европе. Он активно учил немецкий язык и сдавал на сертификат. И вот в любом случае, даже без всякой войны, планы были ехать его пристраивать, и это пришлось делать уже вкупе с войной, а потом как-то завис. И пока, в общем, никаких оснований для безопасного возвращения я не вижу. Кто-то спросит, а что угрожает именно тебе? Ты все-таки стараешься следить за языком, ты не призываешь Путина к ответу, ты сохраняешь юридический тон своих высказываний. Да, но это стиль давнишний, это, в общем, не говорит о том, что я обо всем не думаю и не хочу.
прямо сказать то, что я думаю. Но, опять же, я понимаю, что сегодня высказывание — это скорее во вред, чем в помощь. То есть ты никому не поможешь своим высказыванием, можешь повредить. Так, тогда чего ты боишься? А этого теперь недостаточно. Потому что в России теперь под риском находятся те, кто открыто не поддерживает политику государства. Вот же какая история. То есть сначала государство воюет с теми, кто высказывается резко против публично, а потом она начинает воевать с теми, кто не поддерживает публично. То есть этот выбор либо сядешь, либо значит, выступай за. Как бы этот выбор я не хочу на себя брать. Кейсы, когда сажают адвокатов и юристов, уже есть? Да. Есть адвокаты, включенные в реестр иностранных агентов, есть адвокаты, которых лишали статуса, есть адвокаты, которые сажают в тюрьму, в том числе за военные фейки. То есть это давно не неприкосновенная профессия? Ну, это пока не носит массового характера, но это неприкосновенно. А в России нет никого неприкосновенного практически. Ну, можно ли в изгнании вести правозащитную деятельность? Я не чувствую себя в изгнании. Для меня, в принципе, работа моя уже очень много лет, я не знаю, 15 лет, заключается в том, что я открываю ноутбук, я вхожу в сеть, и все. И вот вся моя работа. Ты менеджеришь адвокатов? Да, у меня есть два образования, юридическое российское и управленческое американское. Я всю жизнь работаю в сфере управления юристами. Поэтому для меня это моя работа, и я ее делаю ровно... Мне для этого достаточно ноутбук и интернет. Я поэтому себя комфортно чувствовал в Казани, а не в Москве. Я поэтому себя комфортно чувствую. Единственная проблема, которая, примерно с последние 7 лет я жил с ощущением готовности к утреннему обыску в любой день. И сначала это напрягало, потом психологически, если ты допускаешь, что ты можешь присесть, становится легче. И я для себя очень много лет думал так, что чтобы заехать надолго, это должна быть либо наркота, либо убийство, либо какой-нибудь там терроризм. Наркота ко мне не прилипнет. Значит, если это какое-нибудь убийство, должен быть труп, в конце концов. Следовательно, это должно быть... Я так анализировал для себя. То есть, чтобы заехать надолго, маловероятно. А 2-3 года, 2-3 года. Это типа ок. Вот. Ситуация, конечно, в 22 году изменилась. То есть, Илья Яшин 8,5, камон. То есть, спасибо, не надо. Белорусские дела, когда люди просто за то, что они занимаются правозащитной или журналистской деятельностью, или блогеры, заезжают на 10, спасибо. То есть, ребят, это за пределами... Это те правила игры, которые не предполагают безопасного нахождения на территории. На что ты живешь? Это хороший вопрос. В декабре 2021 года, в декабре 2020 года были внесены изменения в законодательство об иностранных агентах, которые позволило включать в реестр физические лица. Как только эти изменения были внесены, я сказал: ребята, я больше зарплату получать не могу. От греха подальше. И с декабря 2020 года я безработный. Я не получаю никакой зарплаты. Потому что зарплата бы тебе приходила от международной организации? Нет, зарплата бы приходила неважно откуда. Потому что если ты занимаешься правозащитной деятельностью в России и получаешь какие-то деньги, у тебя автоматически были риски заехать в реестр иностранных агентов. Потому что часто экспансируют иностранные гранты? Нет, потому что ты даже не знаешь откуда. То есть ты можешь получать от российской организации деньги, у которой есть какие-то контракты с иностранцами, ты о них знать не будешь,
А это будет достаточно основание для включения тебя в реестр. Я поэтому писал колонки, писал какие-то авторские вещи, отказывался от всех возможных гонораров. Ну, у меня жена адвокат, который один из ведущих адвокатов в Татарстане и зарабатывает приличные деньги. Я до сих пор не включен в реестр иностранных агентов, хотя, наверное, давно бы был включен, если бы я продолжал получать какие бы то ни было деньги. Так. Вот, ситуация изменилась с новым законом об иностранных агентах, о контроле лиц под иностранным влиянием он называется. Теперь деньги не обязательны. Теперь любое иностранное влияние, ты об этом говорил в интервью с Кучерой, может быть основанием для включения в реестр. Вопрос с моими доходами, он решался вот таким вот образом. Я в буквальном смысле получал каждый месяц алименты от жены на текущую жизнь, на оплату того, сего, 5-го и 10-го. Для начала вы вместе по-прежнему? Да. Алименты это типа метафорически? Да, то есть как бы жена переводит мужу значит, деньги на текущую жизнь. Это жизнь значит, русского правозащитника. У Агоры какое-то количество лет назад было 2 президентских гранта. Да. На что они пошли? Правовая школа, мы учили адвокатов, привлекали адвокатов работать по делам о правах человека. На самом деле вся большая сеть адвокатов, которая сейчас есть, она выросла из президентских грантов, которые мы получали в 2013-2014 годах. Там первые школы открывались с приветственного слова советника президента по правам человека Михаила Федотова. То есть Путин сделал для вас что-то хорошее? Ну, скажем так, мы воспользовались возможностью, чтобы за бюджетные деньги сделать что-то хорошее. Нас единственно просили, давайте, пожалуйста, без Европейского суда по правам человека. Тогда. Тоже было смешно. Не понял. Ну, то есть, вот, как бы вы там учите адвокатов, окей, ладно, вопросов нет. По правам человека, ну, ладно, черт с вами, ну, то есть, давайте без Европейского суда. Ну, то есть не учите их подавать в суд? Да. И вы так делали? Нет. Все равно учили. А что ты чувствовал, когда от Путина брал деньги, хотя ты сказал, что Россия повернула не туда, когда он рокировку сделал. И то есть, очевидно, твое отношение к Путину уже после всех этих болотных дел и всего остального. А тут он дает тебе деньги. Ты сомневался, брать или нет? У меня не было никогда никаких иллюзий по поводу Владимира Путина. Никогда. С 2000 года. Поэтому для меня ничего не изменилось там, особенно ни в 2011, ни в 2012. То есть это скорее было осознание того, куда все движется. А в условиях, когда все движется явно не туда, получить бюджетные, безопасные относительно деньги для того, чтобы сделать какое-то доброе дело, это был некий такой, значит, знаешь, внутренний перформанс. Ну, то есть, смотрите, мы берем деньги президентских грантов и тратим их на то, чтобы научить адвокатов добиваться посадок полицейских за пытки и защищать политических заключенных. Нормально же? Красиво? Допустим, это интервью посмотрят молодые ребята, старшеклассники, которые думают или думали идти учиться на юриста в какой-нибудь российский вуз. Что ты им скажешь? Это надо делать? Не надо идти на юриста сейчас в России. Вы когда с Варламовым разговаривали, и он спрашивал о том, что же делать людям, которые в России и против войны, это была весна. Ты сказал, молчите или уезжайте. Спустя почти год, если задать тебе этот вопрос, что делать людям, которые против войны, но находятся физически в России? Что им делать? Вопрос касался, что им делать, если они не хотят быть наказанными, да? То есть, если ты высказываешься против войны в России, и вопрос был такой, можно ли высказываться так, чтобы тебя не привлекли? И ответ мой был такой, что нет, нельзя. Если ты хочешь, чтобы тебя не привлекли к ответственности, нужно либо молчать, либо уезжать. Ничего не изменилось. То есть, если ты сейчас высказываешься против войны, ты должен понимать, что это почти гарантированная ответственность. В виде штрафа в самом лучшем смысле, в самом лучшем случае
либо тюрьма, как у Ильи Яшина, или Андрея Горинова, или Кара-Мурзы, или и дальше по списку. Если ты хочешь избежать встречи с силовиками, либо молчи, либо уезжай. Если ты готов к встрече с силовиками, Как тогда при таких условиях и вводных в России когда-то что-то может измениться? нынешний российский политический режим уже не выйдет из войны. Он вошел в войну, и он уже из нее не выйдет. Война будет продолжаться до тех пор, пока этот политический режим будет оставаться. Сколько это продлится, никто из нас не знает. Очевидно, что те, кто весной пророчил конец до конца 2022 года, были неправы. И я был из тех, кто прогнозировал 10 лет. Потому что на самом деле война началась в 2014. С того времени уже прошло 9. Нет никаких... Никто бы не сказал, не подумал в 2014 году, что эта история может длиться так долго и с такими... с такой эскалацией. Исследования войн говорят, что первые признаки усталости в обществе от войны появляются через 2 года. Так что 23-й год еще будет, скорее всего, военным. А дальше ситуация будет меняться в зависимости от военной картины. То есть никакие мирные протесты, высказывания в социальных сетях и даже все эти смешные, неважно, действия, неважно какие, акции прямого действия, будем их называть так. Смешные? Окей, не смешные. Ты про поджоги военкоматов хотел сказать? Акции прямого действия, они не способны изменить эту ситуацию. Ситуация, к сожалению, будет меняться в большой степени либо на фронте, либо в результате каких-то больших международных переговоров. То есть фактически исход той истории, в которую мы вошли как страна год назад, теперь обусловлено усилиями международного сообщества. Вот что. Мы сами себе не хозяева. Мы сами себе не хозяева. Мы как государство. Мы как люди из России, как жители, как те, кто внутренне не согласен с происходящим, как те, кто душой переживает из-за всего этого, страдает из-за всего этого, сопереживает мирным жителям из-за всего этого. Мы, к сожалению, на сегодняшний момент предотвратить или остановить это не можем. Мы можем сохранить собственное достоинство, мы можем не скурвиться, мы можем не поддаться пропаганде, и мы можем не участвовать в этом. Это мы можем. Мы можем постараться сохранить силы, энергию для того, чтобы, когда появится возможность и момент их реализовать, мы можем продолжать делать то, что мы делаем, то, что делаешь ты, то, что делаем мы, юристы. Мы стараемся это продолжать. Но, к сожалению, наших усилий на сегодняшний момент недостаточно для того, чтобы сломить ситуацию. Слишком разные весовые категории. Мировое сообщество на сегодняшний момент не знает, что делать для того, чтобы остановить эту историю. И финальное. В чем сила? В свободе. Кто свободный, тот и силен. Внутренне желательно, главное. Может быть, и внешне хотелось бы. Но не у всех получается. Быть свободным внешне?
Конечно. Ну, то есть Алексей Навальный свободный. Даже в ШИЗО, даже в тюрьме и в тюрьме. Там, я не знаю, много людей. Да по большому счету сейчас Россия — это одна большая тюрьма. Есть люди, которые свободны в ней. Есть люди, которые свободны за ее пределами. Свобода внутренне верить в то, что можно эту свободу обеспечить другим и себе в будущем, своим детям. Это важно. В этом сила.